Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз о личной истории каждого из нас не расскажет. Но просчитать наперед альтернативные варианты развития событий и нашего восприятия мы вполне сможем. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну и, конечно, проведем с вами приятное время. На это я в первую очередь надеюсь. Первая карта у нас будет называться «Важное событие». Может быть, это в целом настроение на неделю для вас, мои дорогие козероги. Может быть, это какой-то приоритетный вопрос. Нам придется этим заниматься. Может, мы и не планировали. Ну или какая-либо еще информация. Вот давайте мы с вами узнаем. Итак, важное событие. Неожиданное событие. Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что может помешать? А что будет помогать, что будет радовать? Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, чему-то мы не придаем значения, а может быть и намеренно скрывают. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что по финансам? Давайте перемешаем. И достанем, что в личной жизни для вас, козероги. И карта совет. Объединим все выпавшие карты. Давайте узнаем. Важное событие. Ух ты, тут все должно быть по законам, по традициям. Чинно, размеренно, благородно. Мы готовы учиться. Может быть, это ваша экспертность для тех, кто, может быть, вы преподаватели, да, вы... И неважно, в какой структуре вы работаете, либо школа или университет, здесь есть возможность построить карьеру. Потому что иерофант – это учитель. И для кого-то эта карьера может быть достаточно головокружительной. Поэтому уделите внимание, для вас благоприятный период. Вообще, это могут быть еще и те вопросы, которые, ну, буквально с какими-то ритуалами, традициями вот в вашей местности связаны. По этой карте идут еще и организации, может быть, чиновники высокого ранга. Здесь мы можем что-то согласовывать. С другой стороны, и мы где-то готовы учиться, хотя может проиграться, знаете, это вы, без каких-то изменений глобальных, но ваша вот экспертность по вашей профессии, когда к вам обращаются за советом, когда вы кого-то учите, может быть, передаете свой опыт, и так тоже может проиграться. А для кого-то венчание. Такое тоже может быть. Давайте посмотрим неожиданные события. А нет, ничего неожиданного. Ваша карта – сигнификатор. Тут как раз все распланировано. И по-вашему где-то тезис плану идет. Король Пентаклей сделал себя сам, буквально. Это идет такое значение. И здесь, как и финансовый успех, здесь, если хотите делать карьеру, полный вперед. По семейным вопросам здесь тоже все развивается, как хочет король Пентаклей, потому что он все контролирует. Вот и вы, мои дорогие козероги. В какую сторону вы лодку своей судьбы направляете, туда она и поплывет. Нет неожиданностей, разве что мы получаем деньги или мы получаем, ну, знаете, как подтверждение приложенных ранее усилий или подтверждение нашего профессионализма, нашей экспертности. Здесь все с учетом карты Иерофант, только со знаком плюс, как будто увеличивает значение как раз короля Пентаклей. Ведь сам Иерофант где-то в этих энергиях, только это старший аркан, и это значительно рангом выше. Вот что-то такое для вас очень благополучно, приятное на эту неделю, как будто карты обещают. Чему сейчас не время? Король кубков. Да нет, собственно, тому, чему бы не было время. По королю кубков единственное нам что говорят? Скорее всего, вопросы, которые на оси финансы и отношения будут наиболее активно где-то, ну, как мы говорим, проигрываться на этой неделе или иметь значение. Или вы можете что-то решать по вашим отношениям, или это могут быть взаимоотношения в социуме, как получение должности или построение карьеры, или вы придете только к выводу «я буду строить карьеру», и будете искать тех, кто вас будет поддерживать, как бы направлять, может быть и так. Или вы решаете вопросы финансов.
но нет того, чтобы вам могло что-то помешать. А что помогает? Жадность, мои дорогие козероги, правда, карта жадины, четверка пентаклей. Когда мы все сохраняем, ну вот посмотрите, в одних каких-то энергиях. Вот правда для вас будут, знаете как, с учетом карты Иерофант, два короля. Когда идет два короля и больше, там по нарастающей, чем больше королей, тем выше как бы престижность, тем выше возможность, словно, ну знаете, это подняться по служебной лестнице или много вопросов согласовать с чиновниками, или сменить свое окружение на какое-то другое, на людей более статусных, или нам придется с людьми более статусными в принципе решать свои вопросы, к ним обращаться, ну или что-то вот будет активно проигрываться на злобу дня, и мы все сохраняем. Что нам помогает? Ну, где-то расчетливость, безусловно, материализм где-то помогает. И когда мы собой не рискуем, когда вообще четверка пентаклей, это вот, знаете, как 4 столпа. Надежность. И мы хотим, как людьми себя надежными окружить, как мы хотим что-то, может быть, в плане материального выражения или денежного, финансового тоже сделать с каким-то, ну, с таким расчетом на последующий период, когда тоже мы не думаем, что будет завтра, а когда это какая-то размеренность, умеренность и стабильность. Вот как-то так. Что скрыто? Знаете, вот как это сама по себе информационного хаоса. Я так называю эту карту, потому что она, вот эта фраза, она передает, на мой взгляд, наиболее точно это значение. Это может быть как новости или информация разрозненная. Такая, знаете, многоликая, когда утром одна новость, днем другая, вечером вообще что-то полярное приходит, отменяет две предыдущих. Так и люди, которые утром думают одно, а к вечеру они уже заинтересовались чем-то другим. Это те люди, которым нельзя доверять. Вот где-то есть такой момент. Или людям, может быть, и можно доверять, но в данный период времени человек сам не знает, чего хочет. Нет какой-то стабильности, вот что скрыто. Вот где-то как за информацией, так и за такими людьми может скрываться какая-то неопределенность, или она может вам где-то помешать. Не предаваться, наверное, первому импульсу, потому что по этой карте могут проходить фейки. Или то, что что-то ложное, ненадежное. Или когда мы включимся в решение какого-то вопроса, или нам тему какую-то подадут с позиции как вау-проекта, а потом мы потратим время, в итоге мы приходим к выводу: ой, господи, а зачем я этим занимался? Понимаете, то есть не поторопиться куда-то, не предаться какому-то импульсу, а этого будет много. Это где-то нас может как будто сбивать с наших настроек. Может быть, поэтому карта жадины. Будь где-то более рациональным, потому что вокруг тебя вот такой может быть информационный хаос. Поэтому оставаться реалистом. У верховного жреца он как будто знает истину. Поэтому его сбить просто невозможно. Вот и вас не должно быть возможности сбить с того, что вы себе поставили в приоритет. Да, мы продолжаем общаться. По этой карте есть еще такой момент, что нас могут искусственно втягивать в конфликт. Посмотрите, все-таки вот пятерка жезлов и семерка жезлов, они так отчасти похожи, отчасти. Но по пятерке ведь это тоже, как будто есть у кого-то выгода или есть просто интерес, может быть и неосознанный, какую-то заваруху создать, да, и вас туда как будто привлечь. По этой карте, допустим, может быть и такой момент, что скрыто. Мы можем не видеть, допустим, вы заходите в кабинет, по месту своей работы, службы, а там идет полным ходом обсуждение руководителя. И ваша задача ретироваться чем быстрее, тем лучше из этого кабинета, потому что в последующем, как будто это скрыто, произнесенная фраза совершенно с другим смыслом может быть перевернута, и вас в чем-то обвинят, или само по себе нахождение вот среди вот подобных спорщиков или сплетников, это где-то может, ну, помешать вашей репутации. В общем, я думаю, вы, мои дорогие козероги, поняли, о чем я хочу сказать, и сделаете правильные выводы. Дела, работа, бизнес. Вот есть какой-то вывод, мы должны его сделать, или какой-то выбор, с чем-то определиться. И карта нам о чем говорит? Посмотрите, как будто нам показана девушка,
и у нее глаза закрыты. Это о чем? Это о том, что на нас не должно давлеть чужое мнение. Или мы должны быть беспристрастны в своих решениях. Мы должны руководствоваться какой-то правдой, истиной. И если нам нужно найти эту правду, истину, значит, у нас будет достаточно усилий или средств, может быть, посредством интернет. Может быть, для кого-то из вас это проиграется, что нужно обратиться к какому-то чиновнику, чтобы узнать, как оформить тот или иной вопрос, дело решить или документ. Или, может быть, обратиться к юристу, чтобы точно наверняка знать, как в отношении вас работает закон. Или, ну вот, понимаете, есть какая-то реальность, которую нужно узнать. Двойка мечей, два меча. И мы как будто должны создать один. Туз мечей, да, а я называю эту карту туз мечей выход из лабиринта. Вот какой-то выход из лабиринта какого-то, из какой-то двойственности вы рационально должны найти посредством обращения либо к тем людям, которые наделены властью или которые умеют, знают, как разрешить тот или иной вопрос. Или прояснить, может быть, у юриста, или обратиться еще к какому-то узкому специалисту, смотря чего касается ваше дело. Но наобум действовать как будто не стоит. Финансы. По финансам нам сказали, финансы как раз будут, но не время рисковать. С другой стороны, не время глубокой философии. Все стоит у причала сегодняшнего дня. Не должно быть, знаете, какой-то двойственности. Вот нам уже об этом сказала карта. А двойственность может быть, знаете, как словно вас самих. Ведь это карта страхов. И вот помните, что страх всегда искажает реальность. А нам говорят, вот есть какая-то реальность. Мы должны от этого отталкиваться. И есть еще какой-то закон. Вот, наверное, вот эти две позиции для вас в течение недели это будет самое важное. Как и ненужных мыслей не должно быть, это конкретика, так и глубокой философии, которой в какой-то омут, и это у вас по финансам, значит, не должно быть каких-то лишних трат. Или будьте жадины на неделе. Вот буквально нам карта дает совет, это то, что нам помогает. Не время тратить, не время что-то распределять, может быть. Вы что-то еще пока не видите. Или какая-то информация может быть подана, ну, так вот абстрактно, непонятно. А для вас имеет смысл только то, что как будто конкретно на этой неделе. В личной жизни давайте посмотрим. Любовь, отношения. И карта нам говорит для тех, кто в паре, для семейные люди или те, кто проживает, может быть, вместе, правда, вы надумаете венчаться, если отношения не оформлены. Или, например, вы даже если человек семейный, но вы не венчаны, вы вполне можете об этом задуматься, ну вот как-то оформить по-другому отношения. Или, мои дорогие козероги, у кого-то с учетом карты Верховный Жрец может осуществиться знакомство. Но вообще нам здесь про искренность, про взаимодействие с людьми. И если мы немножко так от любви в сторону отойдем, двойка кубков о чем говорит? Ведь дуальная карта, и где-то карта подразумевает умение договариваться, быть дипломатом. Может быть, какие-то острые углы. Лучше решить с позиции дипломатии, что-то обойти, не педалировать что-то, потому что мы не должны словно какую-то дистанцию увеличивать. Если есть и люди, с кем невозможно договориться, не стоит переделывать этих людей, оставить им то, какие они есть, это не наша задача. А вот для нас как будто убрать эти помехи путем диалога прекрасное время. То есть у каждого проиграется немножко по-разному. Но вообще по двойке кубков, если мы говорим, это личные отношения, любовь, когда не столько про страсть, да, про какое-то чувство, оно, может быть, и присутствует, вот такое физиологическое, очень сильное, но здесь больше, когда люди понимают друг друга без слов. Вот как будто к такому надо стремиться. Если есть у вас такое в паре, то это прекрасно. А если нет, значит, нужно создавать такие отношения, мои дорогие козероги, чтобы быть абсолютно счастливым. Совет. Правда, пара. Вот посмотрите, король пентаклей и королева пентаклей. Есть возможность для тех, кто один или одна, познакомиться. Для тех, у кого сложные отношения, есть возможность договориться. Для тех, кто человек семейный, тут тоже что-то очень доброе, светлое, хорошее
надежная будет на этой неделе. Может быть, как поддержка партнера. Может быть, вообще, знаете, какие-то планы, которые вы будете наперед уже строить вместе, не один или одна. С другой стороны, по королеве Пентаклей в совет нам тоже где-то, как и по четверке Пентаклей, говорят, сохраняй все то, что у тебя уже есть. Хоть статус, хоть положение в обществе, ваша репутация, финансовая какая-то составляющая. И строй планы на будущее. Потому что королева Пентаклей – это та, которая ментально задумывает какой-то проект, а потом воплощает его в жизнь. Перекладывайте на себя. Прекрасная неделя. И будьте счастливы и любимы всегда.